Приветствую вас, друзья, на канале Светотехник. Сегодня хочу показать, как собирается классическая люстра. Значит, вы приобрели люстру и, в принципе, у вас вот такой вот набор. То есть у нас идет сами рожки, которые держат плафоны и лампочки, распределительная коробка, крышка от коробки, потолочная чаша, плафоны и всякие тут крепежи и метизы. С чего мы начинаем? Берем распределительную коробку и от рожков откручиваем вот эти вот винтики. Нам необходимо установить наши рожки. Прикручиваем. Обязательно ставим вот эту шайбочку. Она будет фиксировать наш рожок, чтобы он не прокручивался. Для монтажа нам понадобится ключ на 14, плоскогубцы и кусачки. Если вдруг у вас нету ключа на 14, ничего страшного, можно обойтись и плоскогубцами. Затягиваем. Сильно тянуть не надо, потому что иначе вы прогнете вот здесь вот металл, будет не очень красиво. Металл очень тонкий, по крайней мере в китайских люстрах. Так, после того, как мы прикрутили к распределительной коробке наши рожки, нам необходимо на вот эту шпильку. Так, здесь у нас, так как есть распределительная коробка, ищем в комплекте тоненькие гаечки. Они могут быть толстыми, но если вдруг есть тоненькие, то это вот как раз для того, чтобы установить на шпильку. Устанавливаем. Ставим вот такой вот переходничок. Это нужно для того, чтобы будет завести провод питания в распределительную коробку. Наворачиваем его и как бы этой гайкой подтягиваем, чтобы он у нас не вращался. Также одеваем вторую гайку, тоже сюда вставляем и как бы контрагаем его вот этой гаечкой. Подтягиваем. Все, получилась у нас вот такая вот штука. Итак, мы продеваем эту шпильку в нашу распределительную коробку, чтобы у нас получилось вот типа такого. Отсюда будет выходить провод. После чего у нас есть две вот таких вот штуковины. Одну мы ставим вот так вот. Потом ставим нашу декоративную вот эту часть. Тоже одеваем на шпильку. Оп. И сверху ставим вторую декоративную штучку. После чего ставим потолочную чашу. Вот так вот наверх. И тоже нам нужна гайка. И вот с такой вот граверной шайбой. Ставим ее сюда. И надежно фиксируем. Сильно тоже тянуть не надо, чтобы не погнуть тоненький китайский металл. В принципе, сейчас, наверное, не только на китайских люстрах такой тонкий металл. Даже на более дорогих моделей везде экономят и ставят вот такой вот тоненький металл. И, в принципе, наш каркас люстры, он собран. Получилась вот такая вот интересная люстра. Что мы делаем дальше? Дальше нам необходимо завести провод в нашу распределительную коробку. Обычно идет вот такой вот китайский провод. Неизвестно, что там за проводник внутри. С виду это медь, но на самом деле очень редко встречается медь в китайских люстрах. Скорее всего, это либо алюминий омедненный, либо вообще непонятно что, может омедненная сталь. Вот.
Если у вас другого провода нет, ставим его. Если есть возможность, проще, конечно, купить вот такой вот провод, наш российский, ШВВП 2 на 0,5, и завести его туда. Как мы заводим провод? Не зачищаем, берем его вот так вот, и вот в этот паз просто проталкиваем его туда, чтобы он у нас... Ага. Так, не хочет. Сейчас мы попробуем с этой стороны. Так. Тут просто пластиковые шайбы. Иногда упирается. Все, провод у нас вышел. Берем немножко с запасом. После чего нам понадобятся кусачки. Кусачками аккуратненько зачищаем наш провод. Снимаем изоляцию. Так. Значит, зачистили наш провод. Можно ножом, конечно. Тогда и кусачки вам, в принципе, не пригодятся. Все, вот наш провод. И в данном случае это у нас проводка на одинарный выключатель. Если вы хотите подключить люстру на двойной выключатель, вам потребуется третий провод, трехжильный. Это вам нужно взять либо провод какой-нибудь ПВС 3 на 0,75, по-моему, меньше не бывает, либо просто взять такой же ШВП 2 на 0,5 и одну жилу дополнительно туда докинуть, как бы просто протянуть жилу. Вот, обязательно запомнить, какая. Вот. Что делаем дальше? Данная люстра у нас идет на 3 лампочки. Здесь все просто. Белые мы провода соединяем с белыми. Вот так вот. Такой вот скруточкой. Сами провода, которые идут к лампочке, они походу вообще стальные. Бывают разные, бывает закос под медь, но в основном идут вот такие стальные. А черные мы скручиваем с черными. В комплекте обычно идут вот такие вот дешевые соединители винтовые. Как бы можно пользоваться ими, но в данном случае мы используем медный проводник, а это у нас какая-то непонятная сталь. Да, можно, конечно, сделать вот так вот, соединить синий провод с нашей стальной скруткой, потом накрутить эту винтовую клемму. Внутри оно там, в принципе, надежно все соединится, но я бы все-таки рекомендовал использовать более современные клеммы, которые исключат возможность там какого-то окисления разных металлов. Это вот такие вот клеммы типа Вага, там можно взять дешевые, китайские, в принципе разница не особо большая. И соединить вот эти скрутки через Вага. То есть вставляем сюда черный провод, соединяем его с синим, например. Так вот, ну у меня просто тройные, сейчас можно взять двойные. А коричневый провод через такую же клемму соединяем с белыми. Тоже вот так же вставляем. И вставляем нашу скрутку белую. Если вам нужно на двойной выключатель, сейчас вот вверху будет подсказка. Там я более подробно рассказываю, как подключить люстру на двойной выключатель. В принципе, там ничего сложного нет. Все, наши провода соединены, все надежно заизолировано. И вот такая вот у нас получилась проводка. Дальше мы закрываем, все аккуратненько укладываем. Ставим крышку распределительной коробки. Так. Будьте очень аккуратны, эти люстры очень острые. То есть они как нож, потому что металл тонкий. И вот так вот мы берем нашу гайку. Укладываем провода. Прицеливаем. И аккуратненько затягиваем. Вот так, затянули нашу распределительную коробку. И получилось вот такое вот у нас изделие. Так, здесь у нас провода. Что мы делаем дальше? У нас есть потолочная планка, которая будет крепиться. Планку мы вот так вот берем. В комплекте идут у нас винтики.
такие вот с шайбочками. Берем шайбочку, ставим сверху этой планки вот таким образом. И гайка. Накручиваем гаечку. Наживляем с другой стороны точно так же. Сначала шайба, потом вставляем сюда. И берем тоже так же гаечкой. Затягиваем. Все. Теперь нам необходимо отцентровать вот эти вот гайки, чтобы при монтаже, когда мы ее прикрутим, эту планку к потолку, мы четко попали в эти отверстия. То есть центруем и хорошенько, прям вот реально надо хорошо затянуть. Вот так вот пассатижами, чтобы она у нас не двигалась. Почему это важно? Потому что когда вы люстру повесите и вдруг вам ее нужно будет снять, вы начнете откручивать, а у вас эти винты начнут прокручиваться. И снять потом будет очень сложно. Поэтому все центруем. Вот так вот четко должно все входить. Все, дальше мы эту планку крепим к потолку. Там, я не знаю, на 2 дюбель гвоздя или на что-то там, если у вас дерево, на 2 самореза. И уже к ней ставим нашу люстру. Крепим ее вот на такие винты, вернее гаечки декоративные. Просто вставили и затянули гаечки. Все. Наша люстра в принципе смонтирована к потолку. Опять же, как подключить на потолке, вы можете посмотреть в моем видео, которое будет в конечной заставке. Там, где я подключаю люстру на двойной выключатель, там же есть объяснение того, как ее правильно, как определить фазу, где там 0 и как все это дело правильно соединить. Плафоны я рекомендую ставить после того, как вы смонтируете люстру на потолок. Еще один важный момент. Если у вас плафоны примерно вот как здесь, бывает еще тоньше, это не самый тонкий. Если они тоненькие, не надо его затягивать прямо с большим усилием. Просто вставили его аккуратненько, так пододвинули, наживили, буквально чуть-чуть провернули, все, плафон никуда не денется, не надо его тянуть. Просто очень много людей покупают у нас люстры, потом на следующий день приходят: ой, у нас плафон лопнул. Ну, они просто боятся, я не знаю, что он куда-то там упадет им на голову или так далее. То есть они переживают, затягивают очень сильно, плафон, соответственно, лопается. А найти в наше время плафон, особенно если он какой-то необычной формы, например, там, или с необычным рисунком, в принципе, это практически невозможно. В редких случаях бывает, поставщик идет на уступки, и у него там есть брак какой-то, и он дает плафон. То есть плафоны берегите. Вот, в принципе, и весь секрет сборки люстры. Оставляйте ваши вопросы в комментариях, всем отвечу, всем помогу. И оставляйте ваши пожелания, может быть, вас интересует сборка каких-то других люстр, например, там светодиодных, хрустальных, там много лампочек, в принципе, любые люстры. У нас очень много, я вам сделаю видео, покажу, как собрать, в принципе, любую люстру, которая сейчас есть на рынке. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал и ставьте ваши оценки. С вами был Светотехник, всем пока.